Главные новости этого дня. Сегодня рано утром в дорожно-транспортном происшествии трагически погиб известный российский актер Максим Шпаковский. Несчастье произошло в городе Севастополе. Максиму Шпаковскому было 49 лет. За плечами известного актера более 50 киноработ, самые известные из которых сериалы «Сваты», «Исаев», «Сармат» и многие другие. Сегодня рано утром известная российская и советская актриса Людмила Паргина, вдова известного актера Николая Караченцева, была доставлена в реанимационное отделение больницы Санкт-Петербурга с предварительным диагнозом инфаркт миокарда. Примечательно, что печальное событие произошло в день памяти Николая Караченцева, ведь сегодня замечательному актеру могло бы исполниться 80 лет. Накануне сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и представители Следственного комитета товарища Бастрыкина взяли под стражу начальника ГИБДД Центрального района города Санкт-Петербурга Андрея Тимошенко. За начальником ГИБДД давно велось наблюдение. Крупный полицейский чиновник обвиняется в растрате государственных денег и получении крупных денежных взяток на общую сумму почти 40 миллионов рублей. Мера пресечения для начальника ГИБДД Андрея Тимошенко – это следственный изолятор в Санкт-Петербурге, где он будет находиться до 1 декабря текущего года, до первого заседания суда. Печально закончились музыкальные гастроли для известной украинской певицы Светланы Лободы. 40-летнюю певицу в стране Кипр обокрали прямо во время музыкального концерта. Из гримерки артистки во время выступления исчезли ценные вещи и крупные финансовые суммы. По данным местных СМИ, у Светланы Лободы исчезли сценические костюмы, бытовая техника, электроника и крупная финансовая сумма в валюте евро примерно 600 тысяч. К сожалению, обращение в полицию оказалось бесполезным. Преступников найти не удалось. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости о бывшем министре обороны Российской Федерации Сергее Шойгу. Вчера вечером около особняка Сергея Шойгу на служебный автомобиль, где находились бывший министр обороны Российской Федерации и его служебный водитель, было совершено нападение. Водитель Сергея Шойгу погиб. Из автомобиля были похищены ценные документы, которые имеют государственную важность. Сам Сергей Шойгу получил 2 ранения в область спины и правой ноги. Однако это еще не самое главное. Сергея Шойгу обвиняют в преступной халатности и потере важнейших государственных документов, что может означать конец карьеры Сергея Шойгу и отправки его в следственный изолятор. Сергея Шойгу обвиняют в том, что недостаточно надежно перевозил важные документы, а возможно и инсценировал нападение на свою машину, чтобы самому остаться невиновным. Следственный комитет прорабатывает версию о том, что Сергей Шойгу мог войти в сговор с преступной группировкой и передать им важные документы, а чтобы это выглядело правдоподобно, произошла трагедия и нападение на автомобиль Сергея Шойгу. По некоторым данным, бывший министр обороны Российской Федерации мог получить за это крупную денежную финансовую сумму. К слову сказать, что Сергей Шойгу уже более 3 месяцев находится под пристальным вниманием антикоррупционного комитета и лично товарища Бастрыкина. Сергея Шойгу и его семью уже 2 раза отправляли в следственный изолятор, однако верховный главнокомандующий всякий раз вставал на его сторону и распоряжался отпустить Сергея Шойгу на свободу. Зрители с большим стажем могут помнить, что Сергея Шойгу еще с июня этого года обвиняли в тяжких правонарушениях, таких как ведение незаконной коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, получение крупных денежных взяток,
поставки некачественного оборудования в зону спецоперации и незаконные финансовые контракты с Министерством обороны. Против Сергея Шойгу началось новое следствие. Представители криминальных структур, которые участвовали в нападении, пока задержаны не были. Однако есть предположение, что к данной трагедии замешана ОПГ «Можайская». Советская и российская актриса, член комитета Вера Алентова, стала жертвой мошенников. Вера Алентова перевела неизвестным людям почти 300 тысяч рублей. Мошенники оказались хорошими психологами. Они сыграли на материнских чувствах Веры Алентовой. Сообщили актрисе, что ее дочь Юлия Меньшова попала в беду, и ей необходима финансовая сумма. По горячим следам удалось определить телефонный номер мошенников и задержать преступников. Несколько часов назад в районе города Нижний Новгород потерпел крушение легкомоторный самолет компании «Сирена». На борту самолета находились участники местной музыкальной группы под названием «Рассвет». По данным следствия и местной прессы, 2 музыканта погибли – Сергей Морозов и Егор Панкратьев, 24 и 27 лет. По оперативным данным, музыканты летели на отдых на местную турбазу. Они были в состоянии алкогольного опьянения и не воспользовались услугами профессионального пилота. Криминальные структуры не оставляют в покое начальника Следственного комитета товарища Бастрыкина. Только за последние 2 месяца Александр Иванович побывал в дорожно-транспортном происшествии и потерял своего родного сына в одной из опасных проверок в ночном клубе. Однако сегодня утром стало известно о новом ЧП. Александр Иванович Бастрыкин только чудом избежал летального исхода. Когда автомобиль товарища Бастрыкина находился на парковке, в него неожиданно въехала незнакомая иномарка. Существует версия, что преступники считали, что в этот момент в машине находится товарищ Бастрыкин. Автомобилю Александра Ивановича Бастрыкина очень сильно досталось, и он восстановлению не подлежит. На счастье, в момент аварии в автомобиле товарища Бастрыкина не находилось других людей. Преступников задержать удалось. На данный момент ведутся следственные работы. Сегодня утром пресс-служба комитета сообщила трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько часов стало известно, что на Камчатке во время отдыха, находясь на рыбалке, трагически погиб молодой российский актер Алексей Кузнецов, родной сын известного советского и российского актера Юрия Кузнецова, который сыграл одну из главных ролей в фильме «Улицы разбитых фонарей». Смерть молодого артиста была связана с нападением медведя. По данным местных СМИ, трагедия произошла в тот момент, когда молодой артист отдыхал в палатке. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.